Привет, друзья! Сегодня я расскажу про Wet Blending. Это общее название для способов сделать плавный переход на миниатюре путем смешивания влажных красок прямо на ней. И в этом видео мы рассмотрим два из них. Способ первый, стандартный. Наносим сначала один цвет, затем вплотную к нему второй. Вытираем кисточку и перемешиваем эти два цвета на стыке. Как видите, ничего сложного, но, как обычно, есть нюансы. Во-первых, кисть должна быть достаточно большой. Маленькой кисточкой вы будете слишком долго наносить слои, а акрил сохнет очень быстро. И еще ей будет не так удобно перемешивать слои. Далее важна консистенция краски. Она не должна быть слишком сильно разбавлена. Ориентируйтесь на ту консистенцию, которой обычно наносятся базовые слои. Кроме того, слой краски должен быть достаточно толстым, иначе перемешивать будет просто нечего. Так что никаких двух тонких слоев. И наконец, не пытайтесь сделать переход сразу идеальным. Эта техника хороша для того, чтобы заложить удобную базу. Далее переходы выравниваются глазировкой. Со вторым вариантом нам поможет разобраться приунывший востроянец. Здесь мы закрашиваем всю деталь в основной цвет, затем берем более светлый цвет и кладем его прямо на невысохший прошлый слой. Затем вытираем кисть и похлопывающими движениями растушевываем пятно. Здесь работают все те же принципы, разве что второй цвет можно сделать чуточку пожиже, в консистенции примерно неразведенной краски из линеек для аэрографа. После высыхания также дорабатываем. Второй вариант мне нравится больше, так что рассмотрим его более подробно на примере шинели бодрого востроянского командира. При работе такой техникой на большой детали не стоит закрашивать ее все сразу, лучше мысленно разбить ее на несколько частей с границами по швам, стыкам или просто складкам и красить их по очереди. Как вы заметили, на всех моделях в примерах была сделана черно-белая подложка. Ее можно либо надуть аэрографом, либо сделать набросок высветления вручную. Технически можно обойтись и без подложки, но я крайне рекомендую потратить немного времени и все-таки ее сделать, поскольку с ней эффект высветления будет куда более заметен. Надо отметить, что Wet Blending больше подходит для ткани, кожи и прочих более-менее органических вещей, где небольшая неровность текстуры идет только в плюс. На доспехах и технике он смотрится несколько менее правдоподобно. Еще момент. Проще смешивать цвета, близкие по насыщенности, тону и яркости, поэтому стоит ориентироваться на цветовой круг. Цвета, которые расположены на нем в соседних секторах, скажем синий и зеленый, смешать достаточно просто, а те, которые друг напротив друга, например зеленый и красный, крайне сложно. То же самое с яркостью, темный цвет будет сложно смешать с очень светлым. Еще краски разных производителей имеют немного разный состав. В какие-то добавлено чуть больше флоу-импруверов, в какие-то чуть больше замедлителей высыхания и так далее. Соответственно, некоторые могут подходить для этой техники не так хорошо, как другие. Так что если, несмотря на соблюдение всех условий, какие-то отдельные цвета все равно смешиваются плохо, то возможно просто стоит сменить краску.
Как видите, даже на первый взгляд неплохие переходы после высыхания могут оказаться не такими ровными. Это нормально. Главное, что у нас есть база, которую можно быстро доработать комбинацией точечных мазков с растушевкой и тонких глазирующих слоев. К слову, глейзинг, глазирование, тонировка или серовка – это одно и то же – нанесение тонких полупрозрачных слоев краски. Путаница, как часто бывает в нашем хобби, происходит от того, что одни используют термин из живописи, который вошел в русский язык из немецкого, другие термины из англоязычного моделизма, а третьи – разные переводы, о правильности которых можно развести дискуссии не хуже, чем с Хорусом и Гором. Вот блендинг подобное тоже не обошло. В живописи он называется просто блендинг, а в покраске миниатюр блендингом часто называют просто эффект перехода цветов, неважно, как именно он сделан. Поэтому образовался термин wet blending, чтобы обозначить отдельную разновидность техник. И бонусом лайфхак. Что делать, если уже есть какой-то переход, и его надо лишь немного затенить или высветлить, а класть две полоски краски уже несподручно. Вместо одной из красок можно использовать воду. Здесь у меня полоска черного между двух полосок воды. Как видите, тоже вполне неплохо растушевывается. Далее я хотел бы продемонстрировать, как выглядят ошибки при использовании этой техники. Начнем с отсутствия подложки на лапке подуставшей сестры. Как уже говорил, технически это не ошибка, и поначалу все выглядит неплохо, но посмотрите, насколько менее заметен эффект, когда высыхает краска. Соответственно, на доработку потребуется больше времени. Теперь слишком сильно разведенная краска. В этом случае происходит неконтролируемая диффузия одной краски в другую, и вместо плавного перехода получаются разводы.
И наконец, что будет, если вы начали дорабатывать, не дав краске нормально высохнуть после перемешивания. Краска просто стерта, мы получили разводы, из-под которых торчит серый пластик. И это еще не худший вариант. Если бы краска схватилась чуть больше, кисточка содрала бы кусочки пленки с поверхности, получились бы дырки, исправлять которые долго и сложно. Вот примеры готовых моделей, покрашенных с использованием данной техники. В заключение можно сказать, что хоть вэт-блендинг не может сравниться с аэрографом по плавности переходов, особенно при покраске танков и самолетов, но он отлично работает на моделях поменьше, когда аэрограф недоступен. Или дополняет его, например, когда часть модели уже задута, и вы опасаетесь оверспрея при покраске более мелких частей. На этом все. Спасибо за просмотр, удачи в творчестве и до новых встреч!